это не шутки. Мы встретились в маршрутке. Всем привет, дорогие друзья! У нас жаркий летний день, утро. В руках у меня супер утонченная восточная снасть, которая называется хирабуна. И со мной Дарина. Очень, кстати, известная как раз Дарина Хирабуна Фишинг. Все так называют тебя. Сейчас будет небольшой рассказ, вступление о том, что же это за снасти. Мастер-класс. И будем ловить, скорее всего, карасиков. Да, я очень надеюсь. Хирабуна, ну, я думаю, уже это как-то не новое слово у нас. Ловля, которая набирает популярности. С каждым годом все больше и больше рыбаков узнают об этой ловле. Очень комфортная, классная для ловли вот на небольших озерах. Карась, карп, рыбалка для удовольствия. Никаких лишних деталей, все легонько, аккуратно, изящно, красиво. Вот, поэтому... Так как любят на Востоке. Да, все в азиатском стиле для ценителей красоты и тонких изящных снастей. Вот. Рыбачим в красивом лесном озере. Есть у нас тут небольшое окошко, вырезанное в камыше, так как здесь, вот, ну, как видите, все заросшее. Как раз место, где любит обитать карасик. Хотя, вы знаете, может быть, и какой-то сазаневич тоже проклюнет. В любом случае, рассчитываем на любую рыбу, даже если это будет там красноперка. Хочется всегда поймать трофей, но самое главное получить удовольствие от рыбалки, от хорошей компании, от общения и насладиться природой. Раннее утро, но уже так жарит солнце, я вам хочу сказать. Ну, я думаю, сегодня часов до 10, до 11 порыбачим максимум, потому что просто, блин, ну капец, очень жарко. Лето пришло. Так, мы сейчас выберем поплавок для Кати. У меня отгруженные поплавки. Дома в колбе я их уже отгрузила. Вот, со свинцом. И сейчас мы этот свинец перематываем на втулку. Пожалуйста. И вот такой у нас будет. Угу. Это такая система, вместо грузиков дробинок. Да. Просто накручивается свинец, соответствующий весу поплавка. Плюс-минус. Так сейчас как пойдет, да? Может, придется чуть-чуть его. Не, я отгрузила, но более-менее. Просто нет точности в отгрузке. Нету этих. Ну, режешь свинец, чикаешь, плюс-минус добавляешь, убираешь, как бы. И вот так вот. Вот наш поводочек, маленький крючок для карася. Давай, ты замешивай тесто. Да, кстати, вот это классная отличительная тоже черта ловли на хирабуну. Все чисто, ручки, грубо говоря, ты не пачкаешь, тесто замешал. Никаких гадких животных. В общем, такая, как бы правильно сказать, наверное, для эстетов. Это рыбалка для эстетов. Да, червяки эти не уползают. Мне недавно на рыбалке один товарищ подумал, что мне не хватает червяков, насыпал в стаканчик червей, они мне просто куда-то разбежались. Потому что думала, если вещи попадет, что я их домой не привезла. Не знаю, как ты, у меня традиция. Надо замочить его. Тогда будет рыба 100%. Так, и вот сюда его. Ну что, замешиваем наше тесто. Это, как всегда, старый призрак. Возьмем, что мы возьмем? Для карася, битва карась пшеничная. Так. 1 стаканчик теста. Волокна чистой протеин пшеницы. Совсем немножечко. Водичка.
Вот наше тесто разбухает. Сейчас пару минут, и оно будет готово. Мягкое, сочное, тянущееся, зерновое. То, что любит карасик. Сейчас оставим его чуть-чуть на бухнуть. Оно пахнет печеньем соленым. Угу. Соленым печеньем. Я не завтракала. Это вкусно. Ой, вкусно. Да? Будет рыба, да. Ты никогда не пробовала? Нет. Тесто готово. Так оно скатывается в шарик. И этот шарик надо накатать на крючочек. Вот так вот. Раз. Сейчас я приловчусь. Я не часто рыбачу на тесто. Ты меня этому вообще научила. Вот как-то так. Я ловлю на один крючок, хотя по классике 2 крючка. Один короче, поводочек, другой длиннее. Но мы на один. У нас 2 крючка хорошо, особенно когда есть разное тесто на крючке, то есть там одно более пылящее, другое более плотное, как сама такая вот насадка. Вот. Но мы не разделяем. У нас одно тесто просто оно и пылит, и как наживка, как прикормка. Есть, ну, как там прикормки? Нет, прикормки нету. Вот то, что оно опылилось, оно считается как бы и собирает вокруг себя рыбу. Слушай, все равно он как-то сильно торчит. Может, реально надо поплавок легче? Да. Друзья, рыбалка весьма темповая, потому что вот нельзя заброситься и ждать. Каждые пару минут перезаброс, новое тесто. Тесто осыпается. Если поклевки не произошло, нужно доставать крючок, насаживать новое тесто и вот так вот постоянно. В общем, не скучно. Я решила поменять удочку на 4,5 размер. У Кати остается 5,4, у меня 4,5, потому что я все время попадаю куда-то в камыши. Не совсем удобно. Вот. А так будет более маневренно и аккуратненько среди камышей. Вуаля! Я с почином. Это не карась. Это красноперка. Ребята, у меня была уже поклевка карасевая. Карась у меня сошел. Я его видела даже, но как-то не засекла. А это вот такая... Давай. Все. Нет, не все. Позови карасей, пожалуйста. Особенно того, что у меня сошел. Я его больше всех хочу поймать. Именно ту рыбу, которая ушла. Была рыба. Прикинь, сразу закинула и пошел поплавок. Хитрая какая-то рыба, блин. Ну ничего. Мы ее перехитрим сейчас. Да, блин. Замешаем второе тесто. Оно сладковатое, медовое. Вообще оно для карпа, но все наши теста, они, в общем-то, универсальные. Карп, карась. Тоже стаканчик теста. Немножко волокон.
водичка. Стаканчик воды. Жидковатое, сейчас, может быть, еще подсыпем чего-то, но именно это тесто, оно все равно будет влажное, сочное. Это жаба, я переживала, что они не объявляются. Ну есть же, Да. есть же. О, вот и она. Вот я его промяла и оставила на пару минут. Вот оно получилось такое влажное, но я думаю, что оно держаться будет. И оно с такими волокнами. Ну, сейчас оно на солнце еще подсохнет и будет еще лучше. Я сразу Пробуем? у тебя, да, беру. Я уже закончила. Хитрые рыбы съели все тесто. Но, тем не менее, у нас расход получилось. Я замешала один стаканчик этого теста, вот там где-то 30-40. Вот такой вот стаканчик. На нас двоих. Как бы расход все равно минимальный. Не, расход очень Здесь маленький, нет что? такого объема мисками. Это вот один стаканчик, и нам хватило вдвоем, ну вот на час, на два, сколько мы. Вот. И сейчас я тоже стаканчик замешала, вот оно разбухло, и тоже как бы нам вдвоем еще хватит. Все минимально, аккуратно, хорошо. У тебя рыба. Где там? Сошла. Блин, он только что Ты так поднял. видела? Я Да, не да, поднял. Я не поняла. У меня, короче, плохо получается забрасывать удочкой, я не привыкшая. Ну, это другие Щас. снасти. То есть сейчас меня Дарина будет учить, как забрасывать. И вот так вот только ты отошла ко мне, а у тебя там рыба. Видишь, какая она хитрая, как она делает. Кстати, эта удочка моя. Дарина мне подарила ее на нашей прошлой рыбалке. И теперь ты подарок подарила, теперь учи, как ним ловить. Да, она мягче моей, моя жестче. Это у тебя и так оно получается? Да. В смысле задевается. Оснастку короче надо сделать. Ну, можно сделать оснастку короче, тогда будет комфортно. Но в принципе, давай сейчас. Я просто привыкла более жесткими удочками ловить. Катя ловила удочкой Тайвань 5,4. Она очень мягкого строя, ей необычно, непривычно пока. Мы решили поменяться удочками, и будет она сейчас ловить с 4,5. Строй пожестче. Вот. Более привычный для меня, на Да. самом деле. Да, а к мягкой нужно привыкнуть все-таки и сделать немножко короче оснастку, тогда тоже будет легче забрасывать. Потому что пока совсем тяжеловато получается. О. Ура! Наконец-то она не сбежала. Моя первая рыба. По факту третья, да? Ну, да, сколько их уже было ходов, но с этой мы хоть поздороваемся. Крючки у нас безбородые, аккуратненько снимаем и отпускаем в жизнь. Ого. Слушай, но тем не менее это рыба, слушай, уже размер-то такой, Да, она мы ж снимаем, клюет. мы снимаем. Конечно. Ты, между Удачи. прочим, Да. это рыба. Смотрю на тебя в твоей шляпке на таком озере диком, среди камыша. Атмосфера расслабленности. Знаешь, чего не хватает? Небольшой исторической нотки про Хирабуну. Да, Хирабуна. Хирабуна зародилась, появилась в Японии, в каком-то округе, какой-то префектуре, не помню.
И насколько я помню, начали разводить специальный вид карася для еды, по-моему. И его как-то расплодилось очень много, и в итоге образовались эти небольшие озера, такие даже бетонные, в которых начали ловить этого карася, его было очень много. Ну, как-то так. И я думаю, что точные факты, если нужно, вы найдете, но, в общем, история такова. И есть отличия ловли в Китае китайского типа, в Японии японского. Часто можно увидеть информацию о том, что тесто делится на верхний крючок и на нижний. Верхний крючок, он более пылящий, который создает вот эту дымку, пыление. А нижний крючок, он идет как прикормка, который дольше держится. Это японский тип ловли, и японские теста, они разделяются по типам вот самой структуры теста, которая там может больше пылить или которая там будет более плотная. У японцев это все очень сложно и муторно, скажем так. Я ловлю на тесто китайский производитель Старый Призрак, и у них все очень просто. Тесто не делятся на верхний и нижний крючок, вы его просто можете немножко по-разному замешать, плотнее или более такое рыхлое, сочное. Ну и, собственно, одно тесто используется хоть на верхний, хоть на нижний крючок. Вот. Ну, также японцы ловят в толще воды. Я, собственно говоря, и все мы в нашем таком стиле уже под наши условия ловим со дна в основном. Вот. Но можно менять поплавки, можно экспериментировать и пробовать по-своему. Это очень интересно, пробовать по-разному и под ваши условия. Это окунь. Окунь на херабуну ловила? Не, у меня не было. Пожалуйста. Даже окунь. Прикольно. Да. Вот это именно видео, ну, женское, знаешь. Такие звуки. Все, поехали? Да. Ребят, мы сегодня провели чудный день, наверное, день, а полдня на природе. Все-таки лето, зной, жара дают о себе знать. Я очень рада этой рыбалке, потому что всегда, знаешь, что-то новое изучать. Вот для меня эта рыбалка не повседневная. Мы сегодня с тобой рыбачили, как такие истинные восточные леди, на красивые снасти. Мы такие чистенькие, все. Бомба. Да, мы в красивом месте, здесь очень так уютно, необычно для меня, это, можно сказать, такой дикий водоемчик. По рыбе мы очень хотели карася, но здесь была красноперка, которая объедала наше любимое тесто. Тесто классное, но если на водоеме есть вот эта мелочь, она, конечно, может мешать и не даст подойти более крупной рыбе, там, карасю, карпу, вот как-то так. Но мы, я думаю, кайфанули, Да, тут настолько приятно находиться, ветерок, красота вокруг, посидели, отдохнули. Слушай, я вот сказала правильно, это трофейная рыбалка, потому что когда есть крупная рыба и нет мелочи, то она себя подошла, хапнула. Вот когда мы с тобой карпа поймали. Да. Вот. И вот если нет мелочи, то очень хорошо. Ну, это такая, знаешь, специфика, но в любом случае оно не мешает получению удовольствия. И мы с тобой красотки, потому что время, проведенное на рыбалке, всю жизни не идет. Да, мы кайфанули, поэтому я очень довольна. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Я оставлю вам обязательно контакты Дарины, инстаграм ее и ссылку на магазин, где, кстати, она сама все вот продает. Да, ловите на херабуна, я помогаю, подбираю, если есть какие-то вопросы. У нас тоже много видео на YouTube. Знакомьтесь с этой ловлей и получайте удовольствие, вот как мы. Да, все, пока-пока.